Вот оставь так еще лет на 100 и все. Будущие копатели будут выкапывать рельсы. Капец, какое пупище! Можно было поехать. Будем считать, что это фотоохота. Ого. Вон он, замок. Сегодня будет не просто коп, а можно сказать секретная операция, от которой зависит, возможно, мое будущее как копателя. Для этого придется, правда, пройтись мне и очень даже далеко. Причем желательно незамеченным. О, видите? Тут у них заброшенная железная дорога. Если так идти, может километров 40 топать. Может 50. Как бы тут еще спуститься? Ну, мне-то не так, конечно, далеко надо. Не 50 километров, но километров 5 мы сегодня намотаем минимум. А все и из-за моей глупости. Тишина вокруг. Красота. А я тут в какие-то дебри сейчас буду ломиться. Тут уже давненько поезда не ходили. Да. Вон деревья повырастали. Это еще, я так смотрю, мелкие, а там дальше вроде что-то видно. И покрупнее уже повырастали. Да. Быстро берет природа свое, как только уходят люди. Так, а что-то... А что это у нас тут такое? Угу. Похоже на какой-то... Ну, там колесики. Ха-ха-ха. Можно было поехать. Но дальше вряд ли получится. Да и вообще прогуляться больше хочется. Тем более, что цель весьма серьезная у меня сегодня. Но об этом чуть позже скажу. Вообще, хочется скорее тут молчать, чем что-то говорить. Такое здесь настроение какое-то необычное, я бы сказал. Да, собственно говоря, что тут говорить-то? Места впереди будут неразведанные. Я там был только один раз ночью. Плохо было видно. Да и пришлось мне там, прямо сказать, побегать. О, видите, как тут деревья попадали. Все, уже никто не проедет. Опа. Да и пройти скоро, наверное, будет не очень-то. Интересно, почему эту забросили железку? О,
Гляньте-ка, что здесь. Нора. Во дает. Выкопал норку себе какой-то зверек прям под шпалой. Ну, я же говорю, природа берет свое. Вот оставь так еще лет на 100 и все. Будущие копатели будут выкапывать рельсы. Там впереди километрах к 20 граница. Ну, сейчас-то она уже роли не играет. Видите как, что нам граница. Вот через этот бурелом бы перебраться. Может, поэтому поезда тут не ходят. Слишком дорого убирать бурелом. Вообще интересно, конечно, как тут раньше ходили поезда, люди куда-то ездили. И даже и думать не могли, что пройдет лет 20, 30 и опа. Вот такое. И только копатели. Скачут тут. Идти как? Чем дальше, тем толще деревья. Интересно. Почему тут так? Пойди тут проберись еще. Впереди, похоже, у меня еще поинтереснее будут преграды. Я так посмотрел карту. Прямая дорога-то есть туда. Ну, почти. На машине все равно не подъехать. Так что... топаем пешком. Вон. Впереди уже поле видать. Вот так идешь. Идешь. Постепенно все мысли из головы вылетают. Успокаиваешься. Входишь в ритм. Какой-то более природный. О, релакс. Я не знаю, как вам. От мне так нравятся такие пейзажи. Немножко такой оттенок запустения какой-то, заброшенности и природа. Хотя вон там, видите, трасса. Но это далеко. А мы с вами пойдем там, где поглуше, побезлюднее. Ну и где, наверное, можно что-то найти. На сегодня мне обязательно нужно это найти, иначе капец. Хотя, если долго идти такой дорогой, вообще перестаешь ощущать течение времени.
глядите, какое там дерево, а? Надо к нему сходить. Только как бы тут спуститься, не навернувшись. Чуть не съехал на 5-й точке. Вообще странно, как так близко от цивилизации могут быть такие дикие места. Слушайте, какой он огромный. Вот это да. Купить какое днище. Говорят, мы больше 600 лет. Мне кажется, Энтом из «Властелина колец» этот дуб бы понравился. О, гляньте на эту кору. Она выглядит как древняя карта. Сколько же он повидал за свою жизнь. Смотрите-ка. Стоит на берегу ручейка. Значит, водички ему хватает. Ну, вымахал. Патриарх. О! Тут дупло. Слушайте, там бы могут даже Чингисхан спрятаться вместе со своим конем. А что? Этот дуб вполне мог бы его увидеть. Между прочим, такое огромное дерево вполне могло служить ориентиром в стародавние времена. В этом ручейке тоже могут лежать вещицы 500-летней давности, а то и старше. Но обязательно здесь еще поищем. Даст Бог. Гляньте, какой тут борщевик вымахал. Кажется, он пытается сравняться по высоте с дубом. А вот и артефакты. Для потомков кто-то оставил. Кстати, и подписаться будет не лишним, с колокольчиком. А если вам просто интересно смотреть, как я веду поиск и хотели бы поддержать канал, пока он не загнулся, вы можете стать моим спонсорами на Бусти, Патреоне или прямо в Ютубе. Благодарю всех, кто меня уже поддерживает.
Представляю, сколько всего этот дуб повидал за свои 600 лет, а может и больше. Ё-моё, кто бы мог понарассказывать про эти места. Кто здесь жил, что терял, какие здесь вообще были события происходили. Тут замок рядом, километр всего до него. Наверняка он видел какую-нибудь осаду замка, войнушку вот на этом поле, битву 6 рыцарей против 100 крестьян. Запросто. Типа как на ледовом побоище. Ох. Самое интересное, что он расскажет тем, кто здесь будет лет через 200. Вот он вспомнит и расскажет, что тут я ходил. А вряд ли. А ведь где-то здесь может и клад быть прикопан. Почти наверняка. Ладно, пора двигаться дальше. Знать бы только, есть ли там проход. Гляньте, что у нас здесь. Здесь явно давно жили, вон, укрепляли. Когда еще эту речку укрепляли? Вот здесь. Корни, да? Очень интересно. Вот он брод где, оказывается. Правда, попробуй тут еще пройди, не провалившись. Это же не кирпич. Вроде и небольшой ручеек. Перебраться не так-то просто. Интересно. Интересно, а танк здесь пройдет? Надеюсь, нет. Интересно, откуда здесь кирпич? Опа. Сплошная скользкая глина. Так, полоса препятствий позади. Осталась половинка легкой дороги.
А вот и распаханное поле. Сколько раз я проезжал там по трассе, поглядывая на него. И думаю, как бы там покопать. Вот, кстати, эти кусты тоже выглядят интересно. Может, даже тут что-то было. Потому как если видишь в поле оставшиеся деревья, это может быть вполне остатки какого-то то ли фундамента, то ли еще какого-то места, где люди жили. Ух. Глина. Тяжелая почва. Монеты здесь сохраняются. О! На кирпичик похож. Точно? Стало быть. И вполне возможно, что я не ошибся. А там, видите, какой-то загадочный предмет. Сейчас посмотрим. Мгм. Интересно, что это такое, а? Соль, что ли? А что она такого цвета? Довольно странно выглядит. Но попробую. Ну, пожалуй, пробовать ее не стану. Эх. Так и тянет на этом поле расчехлить прибор. Вот только его нету пока что у меня. Вот. Так что пойду по крайней мере по травке. По краю и по травке. О. Еще один призрак. Что-то тут было. Опа. Лягушка ёкала у меня. Не успел лед растаять, как уже повылазили. Гляньте, какое там гнездо. Довольно большое. Может, сорочье. Что это там такое? О, слушайте, там... Это ж тоннель. Вообще-то иду за своим прибором, который припрятал в одном месте позавчера в лесу. Очень надеюсь, что он еще там. Ух, если нет, то капец, блин. Вон где-то там метров 700 еще до него чапать. А вон то фундамент. Отсюда видно даже.
опять вышка охотников. Вообще на каждое поле, как ни выйди, обязательно одну-две заметишь. Но и при этом так много животных. Косуль тут бегает просто немерено. Я-то думал, чем больше охотников, тем меньше добычи, а как-то все наоборот. Надо на всякий случай проверить возможные пути отхода. Как с этого поля на вон то перепрыгнуть. Да. Здесь как бы сложновато будет. Кстати, о, смотрите-ка, о том поле довольно перспективно выглядит, кстати, для копа. Да, получается, мне сегодня не только поиск утраченного Деуса, но и заодно разведка. Может, что-то еще удастся приметить на ближайшие выезды. Очень уж охота. Что тут рядом с речкой всегда что-то можно найти. Люди-то жили. Хотя бы вон там, на пригорке. Вон он. Фундамент. Ну что, пойдем поглядим при дневном свете. А то ночью тут ногу сломать можно. Что по полю, что по лесу. Тем более, что тут такое началось. Тогда не знал, куда идти. Со всех сторон какие-то фонари, какие-то машины, еще и собаки. Ну его, короче, пришлось смываться по-тихому. Ну и чтоб не спалиться, припрятать прибор. Вон, смотрите. Но домик. С колодцем. Ого. Так. Не похоже ли это на шурф? Очень похоже. Однако и свалка здесь тоже. О! Бутылечек какой странный, на наш кефир похожий. Немного. О, там колодец, гляньте. Ох. Да, тут определенно шурфили. Воды нет. Вообще странно. Колодец вплотную к самому дому. Тут фундамент есть на карте 1800
30-го года, точнее дом в этом месте. Фундамент, возможно, более поздний. Но дом здесь был и 200 лет назад. Так что вот тут вот могут быть, ого, находочки. Как считаете? Вот, блин. У меня смутные сомнения. Знаете, какие? Что, не сгребали тут какой-нибудь дерный мусор с поля и завалили весь фундамент. Иначе откуда взялись вот эти завалы такие? Зря? Иду по старой стене. О, мою машину видно отсюда. Нифига себе. Вон она на горе стоит. Далеко-далеко. Возможно, вот здесь была печь, хотя вряд ли. Ну ладно, пройду через лесок. И заодно немножко его разведу. И там будет еще одно поле, а уже за ним место, где лежит мой приборчик. О, а что это там такое, интересно? Какие-то загадочные ямы, не ямы, насыпи. Интересно. Ого, что это такое? Вау. У меня есть подозрение. Здесь, наверное, на великах катались или на чем? На мотиках сальто делали, что ли? Потом все это кидали здесь. Может, соревнование какое было? Вот дают. Ясно. Ну да, похоже на то. Ух ты, какие тут древние знаки-то на дереве. Ого. Прям руны. Интересно, с чем связано это постоянное желание людей что-нибудь изобразить на дереве или еще где. Хоть что-нибудь написать. Здесь был Вася. Или что-то в этом роде. Может, просто хотят таким образом немножко продолжить свой век? Не знаю. Да, деревья все выдержат. Любую фигню пиши. Природа стерпит. Да, она и не такое видела.
очень надеюсь, что прибор на месте. Лопату я тоже там оставил, только дальше. Возле канавы. Оп, с точки. О, гляньте-ка. Кажется, это растение называется белокопытник. А вот уже и последняя полянка. Ну, это борщевичок прошлогодний. Месть Сталина, как его в Польше называли. Завезли и рекомендовали коров им кормить. А потом выяснилось, что он ядовитый, молоко горькое. Ну и, в общем, короче, хорошо мало. А вот местные козы едят все эти серны и прочая живность. Интересно. Тут у нас брод. Какие-то трубы. Интересно. Похоже, как будто что-то фильтрует. Может, это золотоносный ручей? Чё себе. Фига себе, я даже отсюда свою машину вижу. Да не где-то 800 метров, наверное. Ого. Какие тут следы. Вообще, здорово, что вот не на машине сюда еду, а пешком топаю. Природа, воздух, всегда что-то интересное можно увидеть. Да и вообще всякие глупости из головы выветриваются. Надо каждому хотя бы раз в неделю вот так вот отключаться от суеты, спешки и вообще городской жизни. Особенно мужикам. Вон те ребята отдыхают с помощью охоты, ну, а я как-то больше, наверное, по собирательству, как копатель. Охотнички. Так, прибор вон в том лесочке должен быть, а лопата там. Ну блин,
все время мерещится, что кто-то следит. То ли из будки, то ли еще откуда. А вот тут, видите, у охотников такой столик. То ли чтоб есть, то ли чтоб добычу разделывать. Не, для еды, наверное, низковато будет. Так, ну что, идем. Тут осталось метров 100 идти всего. Боже, сколько здесь борщевика растет, капец. Сарны бегают по полю. От меня рванули. Ну что ж, если они рванули от меня, значит там никого нет. Логично. Там где-то такое здоровенное лежало дерево с дуплом. Вот я и запихал Деус. С перепугу. Сейчас думаю, зачем. Ну, в темноте ночью было страшно. Так. Еще и заблудиться можно, слушайте. О, кажется, я его вижу, то бревно. Вон на том склоне. Далеко лежит. Свечу сквозь ветки. А, нет, это вот это, которое лежит внизу. Висяно. Блин, я сейчас, честно говоря, волнуюсь очень. Блин, нифига не видно. Что там видно? Он. Есть. О. Живой. Живой. Так, ну что, главное нашли. Теперь пойдем за лопатой. Круто. Если не представляете, как я рад. Потому что здесь купить прибор новый, а так, нехило денег. Да и больше всего бесила бы просто тупость. Что сам бы его и... О! Журавли или гуси, короче. Ах, ё-моё. Забыл, что там бутылки. Короче, запомните, есть классное место, чтобы прятать что-нибудь. Длинное дупло. О, посмотрим.
Посмотрим, что там здесь такое. Как такая могла штука образоваться? Искусственно. Похоже на искусственную насыпь. Вон Олежка на поле стоит. Так охотники подкрадываются к добыче своей. Вон она, добыча стоит. Думает, где же тут опасность, где опасность? А опасность это я. Чувствую себя как охотник. Только без ружья. Будем считать, что это фотоохота. Смотрит в мою сторону, а? Пошла. Ты. Ладно, идем за лопатой. То, сами понимаете, копать без лопаты как-то затруднительно будет. Где они бегают? Вот на этом берегу где-то вот. Близко тут должно быть. Текс. Блин, как я тут ночью ломился, вот это была тема. Это была тема. Жаль, никто не видел. Хотя не. Так. Ну, я же вроде вот в этом ручье прятался. Ну или думал, что прятался, кто знает. Все в следах. Так. На бережку лежало бревнышко, а в этом бревнышке я и, так сказать. Слушайте, а может там еще один ручей? Я в нем был, там какой-то еще канал. Что-то я уже, мне кажется, прошел мимо. Не может здесь да, параллельно ручья. Или может. Или это вот тут было. О, что-то знакомое место, мне кажется. Вот вышка охотничья, там поле. А тут вот бревнышко прямо возле воды. Точно. О. Хе-хе-хе. Вон она лежит. Хе-хе. Травкой прибитая. А вон, видите, такой нависающий козырек. Вот под ними сидел, наверное, полчаса. Вон и следы мои видны на стенке. Приключения, блин. А, и след вон. О, это мой след точно. Ну надо же, а. Ночью все казалось намного страшнее. Чё прятался? Скорее всего, от охотников. Ну а мало ли. А вдруг не охотники? Жуть. Купить, конечно, лопату можно.
Ну это было бы так глупо. Ржавчиной покрылась, смотрите. Зараза, 2 дня прошло все. Ёлка-ламаная. Ага, хрен тебе. Супер. Ушла. Все продумано. Все продумано. До мелочей. Жаль, что поздно. Как тут снять, я не знаю. Готов. Теперь, если что, буду просто... Чувак идет с какой-то палкой. Не с лопатой. Есть вопросы? Нет вопросов. Надо бы только помыть лопатку. А уж дома-то я ее наточу, будет как новая. Оцените, что здесь вручную лежит. Тарелка богатая, с золотой каемкой. Корейка тут жила. Да. Блин, там собаки лают. Надо сваливать. Ну что, пошли. Операция прошла успешно. В общем, еще ж надо до машины дойти. По прямой-то 800, а так все 1,5. Фух. Но я все равно уже доволен. Приключения сам себе придумал, сам себе устроил и приключился. Ух, ёлка-ламаная, куда-то еще залез, какие-то корчи. По дороге там маленько. Ну, зато теперь у меня есть палка, с ней гораздо удобнее. О, выбрались. Ну, борщевик тут. Капец. Да вообще плантация. Этого борщевика тут разрастается, вытесняет другие растения, и опа, потом все уже в борщевике. И с ним бороться надо, а если не бороться, будет плохо, как меня он от соседей в деревне лезет. Каждую весну воевать с ним приходится. Кстати, насчет соседей. У меня же как раз сосед копатель. Ого, надо будет рассказать вам. Интересно, тут полянки эти вдоль речки. Здесь тоже могли жить поблизости. Незапамятные времена, правильно? Оу. Это еще что такое? Ух ты! Это ж крепеж какой-то для камеры. Может, тут эти самые за животными охотники? Вот это я свернул прикольно. Охотники тут наблюдали, наверное, ставят тут камеру.
Может еще для какой примочки, может не для камеры, может для устройства какого-нибудь слежения. Вот прямо напротив их. Не случайно же, как думаете? Короче, все, кто знает для чего, пишите ваши идеи. А это интересно. О. Вот. Тут у нас тоже переправа есть. Отлично, бродик такой. Я как раз хотел на ту сторону перейти, посмотреть, что там. И другой дорогой домой вернуться. Ну, чтобы вам интереснее было, ну, оцените. Я вот сейчас подумал, ведь в ручье-то там тоже могут быть находочки-то в воде. О, как интересно. Точно. Приду с прибором и пройдусь прям по ручью в сапогах. Благо, много где это возможно. Вот здесь, например. Конечно, скорее всего, будет железо. Но мало ли что. Ведь это же речка. Речка. Правда, они тут их еще при Австро-Венгрии, еще в имперские времена здесь уже реки спрямляли, делали из них каналы, строили плотины, короче, защиту от всяких затоплений, дамбы и прочее, прочее. Так что Бог узнает. Ну, походить, наверное, стоит, как считаете? О, гляньте-ка. Ну, окей. Преодолели. Кстати, палочка помогла. Особенно на подъеме. Ну, коротковато, но... Тут-то бегают в основном животные. Но места интересные. Потому как вдоль речки вокруг холмы. А это значит... А что это значит? Что можно здесь походить и даже что-нибудь найти. Ух, туман какой начался. О, гляньте-ка, куда я вышел. К железке старой. Вот она. Обнаружена. Эту дорогу, кстати, даже на спутнике видно. О, следы. Кто-то тут ходил. Вот она, древняя железка. Она тут еще при императоре была. Но уже давно не действует. Даже не знаю, как лучше пойти обратно по ней. Или как-то иначе. Не, наверное. Да, так вот, насчет соседа-копателя. Я вот только начал копать, наверное, года 2. Этим занимался. И вдруг узнал, что мой сосед-то, парень, тоже копает. Через дорогу 50 метров. Ничего себе. Я прям поразился. А он тогда с Аськой еще ходил. 250-й. Нормально. Я тоже, в принципе, с Аськи начинал. Но потом перешел на Deus. И в тот раз, я помню, вот такой день был жаркий. И утром мы собрались копать, только он поехал, по-моему, с батей куда-то подальше шурфить, а я в другую сторону. Ну и, в общем, тот день был, как я думал, у меня удачный. Я там находил много интересного. И серебро, даже
довольно старое поднял. Но когда я узнал, что он поднял, ух, это было, конечно, для меня просто шок. Я еще помню, тогда подумал, ну, надо тоже мне как-то так начать шурфить. Потому что такого я не находил на тот момент, по крайней мере. Даже кабель, да? Нет, провод. Ну ладно. Кабель нас не очень интересует. Ну, опять эти сарны бегают. На поле выбрались, прилегли. Туманчики их почти не видно. Какие классные. Какие классные. Их тут тысячи. Даже странно, учитывая, что охотники вроде тоже есть. Вон как они тут натоптали какие тропы через насыпь. О, меня спужали и удрали. Короче, возвращаюсь я с копа, такой довольный, с находками. А комрад, сосед, меня зовет, такой с заговорческим видом. Потом так ладошку раскрывает, и я просто глазам не верю. 2 золотых монеты, 2 царских пятака, прикиньте. Поднял Аськой. Аська, ё-моё. О, видите, что тут? На шурфе, на фундаменте, как говорит, прямо на стене, на остатке. Я такой, ну нифига себе. Тоже так хочу. Вот тогда первый раз в жизни подержал в руке настоящие золотые монеты. Даже, помнится, видео у меня есть на канале. И про тот мой коп, и кусочек, где он показывает свои монетки. Ух. Кажется, там был пятак 1896, а второй оказался очень редкий, 1911. Он даже на то время стоил где-то порядка $2000. А сейчас бы он сколько стоил? Но, к сожалению, он тогда, по-моему, уже их продал. И, по-моему, купили они машину с батей. Или отремонтировали, не помню уж точно. Но зато после этого он точно купил новый прибор. И тоже Деус. Полный фарш, прикиньте. Какой был удачный коп, однако. Бывает же. Кстати, тоже неплохое место вдоль речки. Распаханное поле. Кукуруза торчит. Ну, теоретически, когда здесь еще распашут, можно будет пройтись. Как думаете? Место может быть перспективненьким. Ну а что? Южный склон. Внизу ручеек течет. Что виноград выращивать, что просто жить. А значит, могут быть и находки. Надо только дождаться, когда перепашут. И вперед! С прибором и лопатой. Вон он, замок. И костёлчик рядом с ним. Красота, ё-моё.
И отсюда мою машину видно. Вот точно я ее поставил. Да. А вон кто-то даже живет с таким видом из окна. И, возможно, даже не ценит красоту. Похоже на старые заслонки от ветра и снега. Да, прочие места перспективные. Вдоль речки, холмы древние, жили тысячи лет. Замок там 13 века. Короче, сам Бог велел, как говорится. Правильно? Надо бы к машине вернуться до темна. О, вот они поскакали. Гляньте, сколько их. Рогатые, копытные. О, вот это шобла. Тоже холмик перспективный. Как думаете, стоит еще попробовать? Я-то думаю, точно стоит. Хотя, наверное, те, кто копает, в курсе, какая главная проблема нашего занятия. Я думаю, многие согласятся, что это нехватка времени. Хотя вроде кажется, всегда на доброе дело время и найдется. Но вот. Ага. Вот здесь они перебегают в эту сторону. Вон они. Хотя, возможно, насчет времени я и не прав. Помню, как я только начал заниматься копом. Так как-то раз был май месяц. Я потом посмотрел по записям. 16 раз выбрался на коп. Прикиньте. Вот так-то. Когда руки чешутся, душа горит. Бежишь по зову сердца, так сказать. Ну на это что же время надо, елки-палки, правда? Куда деваться? Вон, видите, как железка тут идет. Специально ж холм прорубили так, чтоб не было большого подъема. То паровоз бы не потянул бы. Ну. Где-то здесь еще станция была заброшенная. Очень, кстати, место атмосферное, но про него как-нибудь отдельно покажу. Если вам это видео зайдет, конечно. Так-то получился эксперимент. Сам не знаю, что выйдет из этого, но решил снять. Все ж таки. О, гляньте. Косули переходят железную дорогу в неположенном месте. Ну тут их просто какие-то гигантские стада бегают. Да, скоро уже стемнеет. Вон они побежали. Там где-то дуб растет.
Старайся незаметно идти прямо на них, так они не заметят, наверное. Ладно, идти незаметно. Смешно звучит. Стань. Парочка. Впереди самец, позади самка. А не парочка. Тройничок. Может, там их и больше. Это только те, которых я вижу. Хороши. Побежали. О, вот это прыжки, я понимаю. Пойдем. И мы тоже. Вот какое-то интересное место. Я вот сейчас гляну. Ровно как здесь что-то было. Очень оно как-то выглядит подозрительно. Как площадка ровная. А зачем это здесь? Слушайте, вот это вот место. Ёлки. Надо будет проверить. Ну, очень похоже, что здесь стоял дом возле железной дороги. Тем более, что по старой карте где-то здесь что-то и было. Сигналы послушаем и поймем. А подождите, пока еще что-то видно. Вон там, глядите, что лежит. Точно. Точно кирпичи. Вот они, красавцы. Хотя, может, сок кирпичей, но я сомневаюсь. Я думаю, это остатки дома. Что ж, вот еще кандидат на потрошение. Ну ладно, пошли уже. Да и на поле здесь какая-то керамика лежит и кирпич. В общем, все признаки налицо. Отлично. Надеюсь, это не за мной. Звуки цивилизации врываются снова, напоминает о бренности жизни и суете. Ой, как не хочется туда возвращаться. Так бы шел себе и шел в прямом эфире. О, вон они. Толпень. Да, им всеми приходится держать ухо востро. Страшно, там машина, тут человек. Жуть. Так всю жизнь живут. Пугаются, но на поля ходят. Прям как я. Совсем темнеет, быстро. Почему так быстро-то? Летают здесь так часто, а? Кстати,
Вот какое еще поле красивое, смотрите. Жалко, сейчас засеяно. Фух. Но когда-нибудь и сюда доберемся. Даст Бог. На себя не на это поле заезжают, вон машина стоит. Вот такие следы на озимых. Ну ничего. Может, это его поле. Ну что, друзья, как вам находка? Как вам вообще формат такой прогулки?